Приветствую подписчиков и гостей нашего канала. Сегодня занялась сумкой по такому быстрому режиму, когда очень мало деталей и очень быстро. Обрезала шаговый шов, разрезала внутренний шов у джинс. Вот такое развернутое у нас изделие получилось. Проутюжила здесь все хорошенько, чтобы не было складочек, каких-то заминов. Линию пояса выложила по вертикальной линии, простите за тавтологию, и перпендикулярно нашла самое широкое место у детали. Но размер джинс не очень большой, поэтому у меня сумка получилась не очень большая. А у каждого у вас будет своя. Так, а глубина 35 сантиметров. Глубина сумки будет. Откладываю 35 сантиметров. И вот таким образом построила прямоугольник. Прямоугольник вырезаем. Это деталь нашей сумки готова. Как я и говорила, сегодня деталей кроя будет минимум. Шлевки я все срезала, чтобы не было толщины при дальнейшей обработке лишней. Потому что машинка моя не справится. Машинка у меня бытовая. Так, двигаемся дальше. Точно так же мы поступаем со второй половиной брюк, джинс. То есть разрезаем шов, вырезаем прямоугольник. Две детали у нас готовы. Карман оставляем. Карман нам еще понадобится. Какие-то лишние этикетки, это я все убрала, срезала. Выравниваем, хорошо положив одно на другую деталь. Закалываю булавочками либо зажимами, для того, чтобы нам сформировать донышко. Хочу немножко закруглить. Взяла вот такую баночку, прям сантиметров, не знаю, 7, 8, 9, наверное, диаметр у нее. И такие небольшие закругления. Сделала, мы их обрезаем. Сумочка будет с таким закруглением. Так, бока у нас готовы, углы, вернее, готовы. Дальше нам нужно отрезать боковину, скроить. Для того, чтобы скроить, я меряю периметр. Я даже не говорю вам точно размер, потому что у каждого джинсы будут свои, и размер будет свой. Вот поэтому длину, чтобы определить, нужно померить периметр. Я еще не была уверена, как я буду обрабатывать, поэтому я все-таки на всякий случай добавила 10 сантиметров к длине, к общей. Вырезаем из оставшейся части джинс деталь боковины шириной на 10 сантиметров, а в длину больше метра. К сожалению, не получилось цельно, пришлось стачать. Даже ставить такой кусочек еще. Ну вот смотрите, я стачала, потом дальше как бы в разутюжку ножничками немножко прижимаю, ну или специальным валиком, если у кого-то есть, и прокладываю две закрепляющие строчки, и получается шов плоский. Вот такие швы плоские. Так, деталь боковины готова. Такая длинная она у нас получилась. Дальше мы выкраиваем подклад. Подклад и хлопчатобумажная ткань, у меня небольшой отрез, как раз на счастье поместилась моя деталь верха. Подкладочная ткань сложена в два слоя, и прям один в один в размер вырезаю две детали подклада. Вот, две детали подклада готовы. Далее нам нужно вырезать, вот это наша длинная боковина, нам нужно точно такую же боковину вырезать и из подкладочной ткани. Вот она готова у нас. То есть ширину 10 сантиметров, а в длину там больше метра. Так, это деталь кармана. Все-таки решила сделать карманчик глубиной 20 сантиметров. А по ширине деталь кармана будет, ну я сделала чуть больше, на сантиметр-полтора, чем ширина детали подклада. Карман простой будет самый, без молнии. Делаем подгибку снизу на сантиметр, закрепляем строчкой. Верхний край тоже делаем подгибку сантиметр, закрепляем строчкой. Вот деталь кармана нашего. Так, чтобы разместить карман, я сверху отложила по 7 сантиметров от верхней линии. Это будет линия входа в карман. Вот так карман прикладываю. Перевернула, потому что буковки престиж, чтобы читались. И таким образом прошиваем. Получилось у нас два отделения в кармане. Ну, какие-то ушки там небольшие, это все срезать надо. Собираем подклад полностью. К вот этой плоской прямоугольной детали прикалываем длинную боковину. Аккуратно прокалываем по периметру, ну или зажимами, как удобно. В поворотах надо булавочек, конечно, побольше, чтобы поворот был выполнен аккуратно. Вот примерно так как-то размещаемся. И все хорошо прокалываем и прокладываем строчку. Так, вот строчку я проложила. Теперь берем вторую деталь.
Опять же лицом к лицу складываем и закрепляемся снова к нашей длинной боковой детали. Опять аккуратно все прокалываем. Вот видите, сколько у меня булавок в углах. Ну и вот обращаю ваше внимание, что здесь по центру, по прямой части шить не нужно. Это у нас будет потом место для того, чтобы вывернуть сумку. Прошиваем здесь, доходим до этого места, где не шьем, и прошиваем во вторую сторону. Так, вот вход у нас остался свободный. Теперь то же самое проделываем с деталями с джинсы. Но вот деталь кармана у меня так получилось, что здесь большевато. У всех будет по-своему. Поэтому я немножко скруглила и по этому намеченной линии проложила строчку. Теперь это можно обрезать, но аккуратно, чтобы не обрезать нижнюю часть джинсовой ткани. Вот карман наш готов. Точно так же поступаем со вторым кармашком. Карман нам пригодятся. Это в сумке рабочее такое место, кармашек, который, по сути, нам и шить не надо. Этикетку пришлось все-таки срезать и переместить ее на другое место, потому что вот этот шов в поясе я решила оставить. А чтобы уменьшить толщину пояса, вторую часть нижнюю пояса я решила отрезать, убрать ее. Вот я ее отрезала, а шов у меня остался целый. Точно так же поступила со второй деталью. Так, ну и теперь куда-то надо пришить обратно эту этикетку. Пришила чуть пониже, потому что боялась, что по шву игла не возьмет. Ну или машинка не справится. Так, наша боковая длинная деталь. Разгибаем подгибку на поясе, то, что было, то, что мы там распороли. И все хорошо прокалываем. Вот мы прокололи. Вот видите, в углах опять много булавок, много. Хвост лишний, да, я немножко запасом брала. Здесь строчка у нас. Фиксируем все строчкой. И сверху я еще проложила одну строчку для того, чтобы сделать шов более плоским. И лишнее, конечно, вот здесь хвост этот обрезала. Так, с одной деталью соединили. Теперь соединяем со второй деталью. Точно так же разгибаем подгибку на поясе. И все хорошо прокалываем, начиная от этой подгибки. В круг. Все хорошо прокололи. И строчку прокладываем. И мне даже удалось еще сделать внутреннюю строчку там, подлезть, чтобы шов был плоским. Так, теперь делаем ручки. Для ручек выкроили две детали 60 сантиметров на 8. Чтобы проще было собрать и не идти на утюг, я проложила мелом внутри линию 4 сантиметра от края. И вот так подгибаю то к одной стороне, потом ко второй стороне, и перехватывая зажимом, я сформировала ручки. Вот. Обе ручки таким образом. Теперь прокладываем две строчки на каждой ручке. Ручки наши готовы. Наметим место, куда мы их будем пришивать. Для этого совмещаем швы на одной детали, на лицевой, условно говоря, и находим середину лицевой детали. Точно так же совмещаем швы и находим середину второй детали, нижней. Тут даже трудно сказать, какая лицевая сторона, потому что у сумки они практически одинаковые. Можно носить и так ее. Так, наметили центр детали. И в каждую сторону от центра я откладываю по 7 сантиметров. Это место крепления ручек будет. Разгибаем подгибку, которая у нас есть, осталась на поясе. Аккуратно расправляем ручку и все зажимами фиксируем, либо иголками. И несколькими строчками мы это все фиксируем. Точно так же по 7 сантиметров откладываю на второй стороне сумки. И точно так же пришиваем ручки здесь. Ручки пришиты, можно собирать сумку. Ручки пришиты, подклад готов. Да, вот я тут нашла такой дефект, видимо, когда спарывала шлёвки, у меня там получилось не очень красиво. Ну, пришила сюда такую этикеточку. Так, чтобы собрать, вкладываем сумку лицом к лицу в подклад. Все аккуратно расправляем, заправляем туда же внутрь ручки, чтобы нам совместить верхний край сумки и верхний край подклада. Совмещаем боковые вставки на сумке и на подкладе. И вот эти швы закрепляем зажимами или булавками. Шов находится друг напротив друга, швы находятся. И здесь
удобнее всего, чтобы шов на джинсе смотрел в одну сторону, а шов на подкладе смотрел в другую сторону. Я покажу это более подробно. А так, в принципе, совмещаем швы боковин, закрепляем зажимами или булавками. Далее находим место, где у нас ручка находится. Важно ручку внутри развернуть, расправить, чтобы она смотрела вертикально, не под уклоном. Вот поправляю ручку, фиксирую зажимом, нахожу вторую ручку, место пришива, также точно ее фиксирую, расправляю, чтобы она смотрела вертикально вниз, и фиксирую зажимом. И также со всеми ручками. Вот еще раз внимательно показываю подробно более. Здесь шов джинсы смотрит в одну сторону ткани от шва, а здесь я специально расправляю, чтобы ткань на хлопковой части смотрела в другую сторону от шва. Тем самым как бы шов весь будет более плоским, что легче будет для машинки. Так, вот множество зажимов. И шью сейчас по той строчке, где раньше была подгибка пояса, которую мы распарывали. Так, вот я так все стачала, можно выворачивать изделие. Сделаю за кадром это. Так, вывернули. Наше отверстие нужно зашить. Фиксируем булавочками или зажимами и строчкой на 1 мм. Теперь вставляем подклад внутрь сумки, все аккуратно расправляем. Все углы. И здесь нужно проложить отделочную строчку, но при этом я слегка перекатила на 1-2 мм подкладочную ткань как бы внутрь сумки. Вот видите, 1-2 мм джинсы видно, и подклад на лицевой стороне совсем не видно. Ну и практически сумка готова. Я надеюсь, что вам понравился мой способ изготовления сумки. Надеюсь на ваши комментарии, вопросы. Пишите ваше мнение, очень важно для меня. Кто не подписался еще, подписывайтесь на наш канал. Впереди много ждет интересного. Ну и до встречи на новых проектах. Хорошего вам дня. Спасибо.